MMORPG Throne and Liberty уже скоро выкатится в глобальный релиз, ну а пока не лишним было бы для начала попасть на ОБТ, которая стартует чуть ли не с минуты на минуту. Поэтому в нашем сегодняшнем ролике поговорим о том, как можно попасть в игру из наших широт, ведь, как вы, наверное, в курсе, без плясок с шаманским бубном сделать это не получится. Или получится. Вот как раз таки с этим прямо сейчас полностью и разберемся. Не забываем подписываться на канал, это крайне поможет в его развитии. Также весьма рекомендую по ссылке в описании или по коду на экране подписаться на мой телеграм. Так вы будете в курсе происходящего в жанре MMORPG и на Гоха Медиа. Меня зовут Мадлер, это портал Гоха.ру, и мы начинаем. Итак, начнем с небольшого блока общей информации. С 18 по 23 июля компания Amazon проведет первое открытое тестирование MMORPG Throne and Liberty. Что, собственно, об этом ОБТ нужно знать? 16 июля 2024 года, понятное дело, в 20:00 по МСК стартовала предварительная загрузка клиента игры. 18 июля, также в 20:00 по московскому времени, произойдет непосредственно старт открытого тестирования. Уже 20 числа в 19 и 20:00 по МСК соответственно, в игре станут доступны первые аркбоссы и так называемые Daily Conquest Battles. Да, амазонцы решили основательно протестировать перевод, PvP, PvE, GVG, ивенты, кооперативные подземелья, боссы, архибоссы, рифстоуны, бунстоуны, но по какой-то причине решили не тестировать самое главное, на мой взгляд, масс PvP, это осады и доставка налогов. Уж я не знаю по какой причине, но я точно не удивлен, возможно это просто потому, что, ну знаете, этот контент не заинтересует игроков на консолях, если вы понимаете, о чем я. Но, как говорится, что имеем, то имеем. Единственное, вроде как обещали упростить прокачку, чтобы игроки точно успели попробовать весь доступный контент. Что ж, и на этом, как говорится, спасибо. И вот здесь мы вплотную подходим к нетривиальному вопросу, который повис в воздухе. Будет ли доступна игра в РФ СНГ? Да, берите шире, СНГ. И на этот вопрос есть вполне четкий и краткий ответ: нет, не будет. Издатель Amazon Games во время объявления о заключении договора с NCSoft обозначил регионы, в которых будет заниматься игрой. Это Северная и Южная Америки, Европа и Япония. Да, нас в этом списке нет. Сохраняется, конечно, некоторая надежда на саму NCSoft, которая оставила за собой право издавать Throne and Liberty в азиатском регионе. Однако, во-первых, нет никакой конкретики относительно дат и стран этого азиатского региона, а во-вторых, даже если там не будет никаких ограничений для игроков из наших широт, все равно остается проблема пинга. Таким образом, единственным удобоваримым для нас конкретно решением будет только если NCSoft посчитает нас, то есть наш регион, тоже азиатским и откроет серваки где-нибудь вот здесь у нас с нормальным пингом. И такая вероятность, она есть, но сами понимаете, я бы на это не сильно рассчитывал. Означает ли это, что в глобальную версию Throne and Liberty будет невозможно попасть? Конечно, нет. Иначе этого видео бы не было. Разумеется, способы есть, и первый, который приходит на ум и который включает в себя энное количество шаманских плясок, это манипуляции с аккаунтом. Да, традиционно можно как перевести свой собственный слезами и потом выстраданный аккаунт Steam на другой регион, так и создать новый, соответственно, тоже из другого региона, где игра доступна. Про первый случай это конкретно перевод своего собственного аккаунта куда-нибудь в другой регион, например, Турция, это хорошо известный нам регион, и оттуда игра будет действительно доступна. Я бы не рекомендовал, я бы не рискнул, я бы так, наверное, даже сказал. Лучше, на мой взгляд, если вы решили воспользоваться способом перевести свой аккаунт на другой регион, все-таки завести новый аккаунт. Тоже какой-нибудь турецкий, все это стоит реально сущие копейки, но можно заморочиться и сделать все самому, через VPN всякие. То есть там реально тоже работы всего там минут на 5, ну или, я не знаю, там 3 рубля заплатить на всем известной площадке, и все будет окей. Например, я вот в порядке эксперимента чисто так и поступил. Я вам говорю, 3 с чем-то там рубля и копеечки. Все, в общем-то, у вас есть другой Steam, прикрепленный к другому региону. В моем конкретном случае это Турция, и игра здесь доступна без всяких проблем. Но есть еще одна проблемка, с которой мы, вероятнее всего, столкнемся, если не на ОБТ, то на релизе игры. Хотя, скорее всего, уже даже на ОБТ. Дело в том, что, судя по отзывам, полученным с предыдущего тестирования глобальной версии TL, просто одного купленного
аккаунта будет недостаточно. Скорее всего, понадобится на постоянной основе использовать сторонние программы, потому как с очень большой долей вероятности для наших широт будет действовать еще и блок по IP. На самом деле, я очень сильно рассчитывал, что смогу с вами поделиться еще одним ультимативным способом, вот как получить доступ к Tron and Liberty вообще буквально в пару кликов. И это сервис Logofast, ссылка будет в описании, но дело в том, что у ребят вот именно на стадии ОБТ что-то пошло не по плану. Они хотят добавить функционал в свой сервис добавления игры без относительно всех вот этих вот ограничений, связанных с нашим регионом, буквально в пару кликов. И это касается, кстати, не только Tron and Liberty, это будет касаться подавляющего большинства игр, на которые вот эти вот самые ограничения распространяются в наших широтах. При этом на текущем этапе ребята предлагают в качестве компенсации для подписчиков сервиса, потому что, ну, разумеется, это не бесплатно, но бесплатный условно аккаунт, да, то есть там на выбор будет либо американский, либо турецкий, для как раз таки доступа в Tron and Liberty на стадии ОБТ. Делается это не без костылей, я ссылочку оставлю в описании, можно ознакомиться, но пока способ вот такой. Говорят, что на релизе прям вот это вот добавление игры в Steam одним кликом будет железобетонно кровь из носа работать. Тем не менее, здесь есть и другой интересующий нас функционал, особенно с учетом того, что вероятнее всего будет блок по IP, вот как раз таки для нашего региона, то есть здесь стандартно, разумеется, можно будет выбрать сервак, который позволит, собственно, заходить в игру. И что меня отдельно порадовало просто потому, что, ну, вероятнее всего, я больше не услышу вот этих вот криков: где русский язык в Tron and Liberty? Короче, вот прям когда ОБТ стартанет, для подписчиков здесь будет работать функционал автоматического перевода на великий и могучий. Вероятнее всего, так как он автоматически не бог весть какой, но ребята говорят, что они собираются в этом направлении работать, и качество перевода будет постепенно улучшаться. Ну и еще дополнительно, не знаю как вам, а мне может быть даже очень сильно пригодится. Вот у меня комп, он для игры норм, а вот если уже трансляцию запускаю, то как бы не совсем норм. И вот есть такая функция настройки увеличения FPS, вот мне пригодится, и я думаю, игрокам, у которых не самое мощное ПК, тоже будет очень и очень не лишним. Ну и еще один моментик, о котором следует упомянуть, это момент, связанный с оплатой. Да, разумеется, тут есть free trial версия, некоторый функционал будет доступен по ней какой-то там коротенький промежуток времени. Ну а, допустим, получить вот этот вот бесплатный аккаунт условно, да, и функция перевода, все вот это будет доступно только для подписчиков. И вот здесь с оплатой вот следующее. То есть мне показалось, что я увидел тут поддержку карты МИР, и забегая вперед, мне не показалось, просто ребята говорят, что этот функционал станет доступен непосредственно в сервисе уже в августе месяце. Пока же способ вот такой. Покупка по промокоду, кликаем, переходим вот сюда и без проблем оплачивает. Ссылка на Logofast будет в описании и закрепленном комментарии. В качестве альтернативного варианта, мне кажется, вполне можно рассмотреть. Особенно, если вы не хотите заморачиваться с покупкой нового ака или переводом своего аккаунта в другой регион. Особенно, если у вас не самый мощный ПК, а также особенно, если вам хотелось получить хоть какой-то перевод Tron and Liberty на великий и могучий. Что же касается непосредственно Tron and Liberty, то я остаюсь при своем мнении. На мой взгляд, это самое ожидаемое MMORPG 2024 года. Это последняя надежда жанра в этом 2024 году. Понятно, что-то, может быть, мы еще там и получим, но все равно по масштабам это с Tron and Liberty будет несопоставимо. Туда пойдут абсолютно все, как сингл, то есть одиночные игроки, так пати, конст-пати, так и все гильдии туда железобетонно пойдут. Ну и, разумеется, я туда тоже пойду, в том числе пойду и на ОБТ. Приглашаю вас на трансляцию, которая состоится 18 июля в 20:00, но я думаю, что стартану пораньше, и, собственно, там уже непосредственно пообщаемся более предметно. Ну а так, что тут добавить? Будем продолжать держать руку на пульсе, а вас в курсе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мать для ретапортал Go.ru. Еще услышимся.